Приветствую, друзья! Эту запись я делаю на 94-й день войны. Мы продолжаем выкладывать в свободный бесплатный доступ материалы журнала доктора Комаровского. Сегодня, по вашим многочисленным просьбам, боль в спине. Эта тема очень актуальна в мирное время для 50% взрослого населения земного шара, а во время войны жалобы на боли в спине возникают намного чаще. Все, кто хочет помочь проекту, подписываются на журнал доктора Комаровского и делают правильные выводы. Приветствую вас, друзья! Продолжаем столь полюбившуюся вам и столь необычную для меня тему здоровья взрослых. И говорим сегодня о проблеме, которая затрагивает 100% взрослого населения нашей страны. При этом обращаю внимание, что если вас она еще не затронула, то вы молодой, здоровый человек. Придет время, затронет обязательно. Но это повод о чем думать? О том, как этого избежать в тяжелых формах. В легкой получите все равно. Итак, боль в спине. По официальным данным Всемирной организации здравоохранения является постоянной проблемой, вот буквально проблемой, которая присутствует в жизни каждый божий день у 25% населения Земли, при этом реально беспокоит 50% трудоспособного населения. Обращаю внимание, что самая такая группа народу, которых эта тема очень-очень мало касается, это дети, именно в силу своих физиологических природных черт и своего образа жизни, именно детского. Поэтому рано или поздно боли в спине к вам придут. Мы еще объясним почему, но что тут самое главное. Как правило, боли в спине, о которых мы сейчас с вами говорим, это вот всякие боли в пояснице, боли в шее, реже боли в грудном отделе позвоночника, когда как-то неловко повернулись. Вот смотрите, мы даже сейчас не пытаемся с вами ставить конкретного диагноза. Все эти артриты, спондилиты, остеохондрозы, какие-то миалгии, вот чего только там не напридумано, там миллионы диагнозов. Но у каждого из вас есть «ой, схватило», «ой, перекосило». Да? Вот у многих такое бывает. У меня часто бывает. И я знаю, почему у меня это часто бывает. Даже вам об этом расскажу. Но, по крайней мере, главное, с чего надо все-таки начать. Надо начать с того, что вы должны быть на 100% уверены, что у вас болит именно спина. То есть, условно говоря, мышцы, связки, суставы, что проблема именно в этом. Поскольку боли в спине, особенно односторонние, могут появиться, например, когда камни в почках, или у женщины эндометриоз. Беременность может вызывать боли, которые вы будете думать, что это боли в спине. Поэтому первое, все-таки главное, это сначала надо вместе с врачом убедиться, что это боли в спине. Понятно, что если у вас произошла какая-то травма, или после неловкого движения вас перекосило или возникла острая боль, или вас продуло в эту самую поясницу, и прямо болит, и вы реально понимаете, что это боль в спине, и это именно спина. Но в любом случае вы должны быть в этом убеждены. Малейшие сомнения, что вы делаете, вы идете к доктору. В любом случае, сегодня мы с вами сформулируем алгоритм действий конкретного человека дома. Вот как вы сами можете себе помочь. Но в любом случае, что для меня важно, мне надо, я с этого прямо фундаментально начинаю, я хочу перечислить вам состояние, когда ни о каком просмотре Комаровского или других лекций из интернета не может быть и речи. Когда вы сначала все-таки должны добраться до врача, получить конкретный диагноз и получить конкретную схему лечения. Когда к врачу надо? Первое. Когда боль не прекращается. То есть, у вас не получается найти такое положение, когда боль исчезла. Что бы вы ни делали, болит. Даже на секунду не прекращается. Далее. Боль усиливается по ночам. Следующее. И я сейчас еще раз напомню, я перечисляю ситуации, когда вам обязательно нужен врач. Дальше. Вы просыпаетесь ночью из-за боли. Условно говоря, вы уснули, повернулись ночью, острая боль вас разбудила. Все, это повод обратиться к врачу. Дальше. Если есть в любом виде онемение,
уменьшение чувствительности или снижение силы в конечности. Далее, если есть слабость в коленях или слабость в бедрах, которая связана со слабостью в тазобедренном суставе. Если есть любые проблемы с мочеиспусканием или дефекацией, чаще всего это ощущение вот связано именно с мочеиспусканием. Нет такого чувства, что вы полностью опорожнили мочевой пузырь. Если, опять-таки, боль в спине сочетается с повышением температуры, если боль в спине возникла после удачного или не очень удачного лечения любой онкологической болезни, вне зависимости от того, когда эта болезнь была. Если боль в спине сопровождает необъяснимая потеря веса, если вы долго принимали стероидные препараты и на этом фоне возникла боль в спине, это все к врачу. Опять-таки, если очевидно, вот вы видите, как человек явно ходит перекошенный, видимая деформация, это повод идти к врачу. И если вы перенесли какую-то любую тяжелую болезнь, ну, инфекционную, там, например, там, тяжелый грипп, тяжелая коронавирусная инфекция, и после этого возникла боль в спине, это также повод пойти к врачу. Еще раз. Мы очень много можем сделать, чтобы к врачу ходить не надо было. Я вам расскажу, как вы можете себе помочь. Когда вы поймете, из-за чего это происходит, вы сами сможете себе помочь. Но в любом случае мы должны с вами подстраховаться. И я понимаю. Ребят, честно, я прекрасно понимаю, что когда я перечисляю состояние, что надо идти к врачу, многие из вас, так знаете, досадно хмыкают, потому что некуда идти, или не к кому идти, или нет уверенности в том, что вам поставят правильные диагнозы, помогут. Но, тем не менее, я просто обязан это вам сказать. Теперь я хочу рассказать вам о том, какие факторы риска приводят к болям в спине. Почему, собственно говоря, у нас это все с нами происходит? Но прежде всего и самый главный фактор риска – это возраст. То есть, чем человек старше, тем больше вероятность того, что у него возникают проблемы со спиной. Почему это происходит? Прежде всего потому, что человек создан как постоянно движущийся объект. То есть все наши внутренние органы и, конечно же, мышцы, кости, суставы, они рассчитаны на то, чтобы мы двигались. Если движений в нормальном объеме, регулярных, систематических движений не возникает, это определенным образом изменяет кровоснабжение мышц, состояние, силу мышц, силу мышечного сокращения, равномерность мышечного сокращения, влияет на кровообращение в связках и так далее. И все это с возрастом, естественно, активизируется, либо боженька, или какая-нибудь эволюция, когда нас создавала, понятия не имела, вообще представить себе не могла, что мы будем сидеть часами. Вообще, что человек может просто сидеть 24 часа и смотреть в одну точку. Например, как водитель-дальнобойщик. Или там безумное количество офисных работников, которые минимум 10 часов сидят на работе, потом приходят домой, и там еще 4 часа пялятся в компьютер и так далее. Кто вообще мог представить себе, что наша рука будет вот в таком положении с мышью в руках, да, там 10, 12, 16 часов в сутки. Понимаете? Рука на это точно не была приспособлена. Неудивительно, что поскольку люди сейчас, наши дети, начинают заниматься всеми этими глупостями фактически с малолетства, то боль в спине стремительно молодеет. Дальше. Естественно, фактором риска является плохая физическая форма. Поскольку позвоночник для того, чтобы нормально выполнять свои функции, должен поддерживаться мышцами, прежде всего мышцами спины и мышцами брюшного пресса. Если мы не работаем над мышцами спины и мышцами брюшного пресса, естественно, нагрузка на позвоночник увеличивается, и это увеличивает риск боли в спине. Дальше. Один из самых специфических моментов – это так называемый спорт выходного дня. То есть, когда мы неделю валяем дурака, а потом резко в выходной даем нагрузку, как правило, неграмотную, непрофессиональную, то после выходного дня в понедельник у кучи народу болит спина. Дальше. Очень мощный фактор риска – вес. Чем вес больше, тем очевиднее большая нагрузка на позвоночник, тем труднее работать мышцам брюшного пресса, тем большая нагрузка на мышцы спины. Конечно, важный фактор, кому как с этим повезет, это генетика. Тут нечего комментировать.
чьи-то мышцы могут не двигаться очень долго, чьи-то пропадают практически сразу. Поэтому у кого-то боли в спине в 20 лет, а кто-то скачет до 50. Но рано или поздно все равно начинает болеть. Конечно, огромное значение и серьезным фактором риска имеет профессиональная деятельность, связанная с подъемом тяжестей, с вибрационными работами, с наклонами вперед. Нету большей нагрузки, чем кидать снег лопатой, например. Да? Далее. Очень серьезно, естественно, все виды деятельности, когда человеку надо длительно сидеть. Дальше. Психическое здоровье. Это один из факторов, который может приводить к спазмам мышц, который не позволяет мышцам расслабиться. Очень, как это ни удивительно, это не штамп, поверьте мне, очень серьезная причина – это курение. Потому что курение реально уменьшает интенсивность кровотока в хрящах, в костной ткани, увеличивая вероятность возникновения боли в спине. И еще на что хочу обратить внимание, на то, что когда речь идет о детях, то там огромными факторами риска являются подъем тяжести, рюкзак или асимметрия рюкзака. Это очень важно. Да? На это обращаю внимание. Теперь попытаемся добраться с вами до самого главного, точнее до диагноза. Так вот, вероятность того, что ваша боль в спине обусловлена чем-то очень серьезным, какой-то хронической болезнью костей и суставов, болезнью соединительной ткани, нарушениями обмена веществ, всякими страстями, которые вы часто слышите, всякими там проблемы с дисками, страшные слова, остеохондрозы, протрузии, грыжи и так далее. Так вот, вероятность того, что у вас заболело из-за этого всего, не превышает 3%. Еще раз обращаю, 3. Это максимум. То есть, скорее всего, все это не с вами происходит. Потому что если бы это с вами происходило, уже бы все это было давно, вы бы уже с этим диагнозом, наверное, разобрались, были бы куча других симптомов и так далее. Главное, с максимально возможной вероятностью у вас так называемый миофасциальный болевой синдром. То есть, что это такое? Я перевожу на понятный, еще раз, смотрите, миофасциальный болевой синдром. Смотрите. Мышца. Объясняю очень примитивно для людей, которые, конечно же, плохо учили в школе анатомию. Но практически все из вас присутствовали, когда на шашлыках, когда вы видели мясо, и вы видели, как мясо, то есть мышца, покрыта тонкой белой бледной такой пленочкой, да, иногда белесой, полупрозрачной и так далее. Вот эта пленочка – это фасция. То есть каждая мышца находится в оболочке, эта оболочка вот это и есть фасция. Эта фасция, фактически именно фасции, содержит в себе максимальное количество нервных окончаний. То есть, когда фасция натягивается, когда там в мышце под фасцией происходит кровоизлияние, вот это и вызывает острейшую боль. Так вот, в мышце под воздействием каких-то причин возникает спазм. Условно говоря, вот смотрите, представьте, вот у нас мышца, да? И вот в этой мышце возник там участок спазма. Вот. Есть вот какой, не вся мышца может быть, а какой-то один участок сократился. Мы подумаем, из-за чего он может сократиться. Мышца сократилась, натянулись фасции. Фасция тянет за собой связки. Связки связаны с оболочкой суставом. То есть, есть некая точка, вот она, спазмированный участок, да, который и вызывает вот эту самую боль. Почему этот спазм может произойти? Первое. Малоподвижность. И любое там неадекватное движение, хоп, получили спазм. Дальше. Длительные, однообразные движения. Далее. Резкое, неосторожное движение, травма переохлаждения. Дальше самое интересное. Стресс без физической активности. Теперь объясняю, сейчас многие из вас поймут, как это важно. По крайней мере, я имею именно этот фактор с малолетства, точнее с юности. Рассказываю. Смотрите. Стресс, то есть внезапное состояние, когда надо принимать какое-то решение. Когда надо от кого-то убегать или кого-то догонять. Когда вы встрепенулись, на что-то обратили внимание, переволновались. Когда в голове вдруг появилась куча мыслей. Когда расстроились. Когда увидели что-то, на что нам неприятно смотреть. Вот мы, то, как вы говорите, стрессанули. Физиологически
Стресс – это либо надо кого-то срочно догнать, добыча, или самка, или самец, неважно. Так вот, стресс – это когда надо либо кого-то срочно догнать, либо от кого-то срочно убежать. То есть природа так приспособила реакцию организма на стресс, что когда выбрасывается адреналин, то на него реагируют все органы и ткани. Это не только реакция сосудов, это и реакция мышц. То есть мышцы подготавливаются, они готовы двигаться куда-то, а мы никуда не бежим. И на это организм реагирует спазмом мышц. Иногда непропорциональным, локальным, когда не вся мышца сокращается, а какой-то кусочек. А теперь представьте себе работу хирурга или работу реаниматолога. Когда ты в операционной, наклоненный вперед, это я объясняю, почему, например, у меня боли с 25 лет в спине. Когда ты наклонен вперед, потому что советский операционный стол по высоте не регулируется, понимаете? Когда у тебя стресс, потому что каждую минуту этот твой пациент может погибнуть, но при этом ты работаешь только руками. То есть ты в состоянии стресса, но твоя спина не работает. Более того, находится в неудобном положении. И неудивительно, что когда ты выходишь из операционной, ты не знаешь, куда свою спину деть. И потом ты с этой спиной маешься регулярно. Но таких людей, вот представьте себе водитель за рулем автомобиля. Наше вождение автомобиля, при нашей культуре вождения, это куча стрессов. При этом возможности проявить двигательную активность нет. Неудивительно, например, что такие боли в спине, это обязательный спутник любого дальнобойщика, у которого стрессов хватает, подвижности мало. Плюс и малоподвижность, и длительные однообразные движения, и высокая вероятность того, что надо будет поднять какую-то канистру неудачно, и так далее, и так далее. И, естественно, работа в офисе. Пришел, наорал начальник, не успели со сроками, стрессуем, психуем, но не двигаемся. То есть стресс без физических составляющих – одно из самых фундаментальных объяснений того, почему у каждого из нас, особенно жителя города, особенно того, кто за рулем, имеет место боли в спине. Теперь в мышце, что очень важно, возникает, как мы уже сказали, некий спазмированный участок. Его называют триггерной точкой. То есть вот именно эта триггерная точка, она спазмирована, там возникает дисфункция, воспаление, и именно она является основой последующей боли. То есть фактически здесь мы уже подходим к механизму лечения. То есть главное в лечении – это воздействие на эту триггерную точку и устранить спазм. В любом случае, боль, которая возникает в спине, миофасциальный синдром, спазм мышц. Так вот, боль, которая возникает в спине, по большому счету, делится на острую и хроническую. Острая боль – это боль, которая, по большому счету, она внезапно возникла, она проходит сама по себе, хотя ее обязательно лечат. Как ее лечат? Ее лечат, например, с помощью лекарств. Это нестероидные противовоспалительные средства. Самый классический, который работает, реально помогает, это ибупрофен. Взрослым можно аспирин. Используются препараты, которые расслабляют мышцы, так называемые релаксанты. Используется местная анестезия. Можно, местная анестезия, например, всякие обезболивающие пластыри и так далее, всякие отвлекающие процедуры на кожу, ментол, эвкалипт, какие-то протирки, которые дают именно раздражение кожи, отвлекают ваше внимание. Возможно воздействие тепла. Если боль возникла после травмы, то, естественно, возможно воздействие холода. Активные упражнения, то есть возникла боль, а мы идем через силу, делаем какую-то гимнастику. Хирургические вмешательства и постельный режим категорически противопоказаны. То есть если, еще раз повторю, возникла острая боль, и вам кричат, что вас надо срочно оперировать, и ваша спина пройдет, это в большинстве случаев попытка до вас заработать деньги. Никакие прямо сознательные активные упражнения с нагрузкой на этот орган, который болит, на эту мышцу, или постельный режим, все это неправильно, так не надо. Что надо? Самое эффективное – это локальное воздействие на триггерную точку. То есть на самом деле любой нормальный массажист или ваша супруга, или ваш супруг, который сходил на курсы массажа, это, кстати, массажистов, это очень неплохое вложение в благополучие своей семьи, который нащупает триггерную точку, для этого не надо быть 7 пядей во лбу, и проведет нормальный массаж
этой триггерной точки, который будет знать там, или вы изучите гимнастику или массаж для расслабления мышц, это самые эффективные способы помощи. То есть в большинстве случаев, еще раз говорю, возникла острая боль. Что надо? Первое. Понимать, что если никогда не болела, а вдруг остро заболела, или год ничего не болела, вдруг возникла острая боль, то с максимально возможной вероятностью это само пройдет. Вы можете облегчить свое состояние, выраженность боли уменьшить приемом того же ибупрофена. Вам категорически нельзя, это самое страшное, что вы можете сделать, организовать себе постельный режим. И вы можете сходить к любому массажисту, поскольку здесь не надо быть очень талантливым, надо просто размять эту мышцу. А после того, как вам станет легче, а вам станет легче за 2-3 дня, вам надо сесть и задуматься, из-за чего это произошло, и осуществить определенные действия. Действия эти очень похожи и при острой, и при хронической боли, поэтому мы о них еще поговорим. Теперь про хроническую боль. То есть, когда это ваша постоянная проблема. Когда это ваша постоянная проблема, и вдруг возникло обострение, то, по большому счету, конечно же, вы можете использовать все то, о чем мы говорили. И массаж, и гимнастика расслабляющая, и использование нестероидных противовоспалительных средств. И уже тут никуда не денешься. Надо реально, серьезно заниматься физическими нагрузками. То есть надо постоянно заниматься упражнениями для укрепления мышц. Просто потому, что вы в этой ситуации надо обязательно укрепить мышцы спины и брюшного пресса. Есть куча методов лечения, достаточно серьезных, которыми люди конкретно, вы в семье заниматься не сможете. Но тут возможны разные варианты. Чрезкожная электростимуляция, то есть на кожу определенные электроды, воздействие слабым током определенной методики, определенным током, определенной силы, определенной частоты, именно на триггерные точки, которые надо предварительно найти. Есть варианты физиотерапии, массажа, есть инъекции именно в триггерные точки, то есть точки именно где спазм мышцы, туда можно вводить гормоны или анестетики. Но самое главное здесь теперь именно обсудить с вами методы профилактики. Методы профилактики универсальны, но их очень часто мы недооцениваем. И я хотел бы, тем не менее, обратить ваше внимание, что в любом случае, если у вас нет никаких проблем со спиной, эти проблемы обязательно возникнут. Если проблемы есть, вы можете уменьшить выраженность тревожных симптомов, если будете правильно себя вести. Итак, самое все-таки главное, что вы должны сделать, это физические упражнения. Неправильно бегать по воскресеньям. Надо все-таки реализовать физические упражнения в ежедневном режиме. Хоть как-то. Но всегда, когда это можно, постарайтесь. В некоторых офисах людям запрещают пользоваться лифтами. В некоторых офисах, например, людям запрещают пользоваться внутренними телефонами. Тебе надо спросить что-то у товарища, оторви попу от кресла, зайди в соседний офис, и там у него спросили в соседнюю комнату. Да? Что еще очень важно, конечно, и в это должны просто вкладывать деньги руководители, и вы, нанимаясь на любую работу, должны на это обращать внимание. Это эргономичная мебель, которая уменьшает нагрузку позвоночника. Как вы в процессе вашей трудовой деятельности имеете возможность сменить положение. Как у вас в вашей конторе организованы занятия спортом. Опять-таки, конечно, вы должны следить, и это чуть ли не главное, за своим весом, за питанием, чтобы было достаточное количество кальция, обязательно должно быть достаточное количество витамина D. Очень важно обращать внимание на обувь. Конечно же, при любых проблемах со спиной обувь на высоком каблуке, но только тогда, когда, без этого никуда, да, юбилей любимой свекрови, например, да. Дальше, очень важно сон. Идеальная поза во время сна – это сон на боку в позе эмбриона. Он максимально расслабляет мышцы спины, максимально уменьшает нагрузку на позвоночник. Дальше, очень важно следить за тем, чтобы был жесткий, твердый матрац. Важно научиться самому и учить детей правильно поднимать тяжести. Я честно вам скажу, что я обращаю внимание, мы дадим ссылочку в описании на программу нашей школы доктора Комродского под названием «Здоровая спина». Мы там детей учим, как правильно поднимать тяжести, тот же рюкзак ребенку. Приобретайте, все-таки не перегружайте рюкзак, следите, чтобы в нем было много карманов, чтобы и сами, когда ходите куда-то с рюкзаком, отцентрировать рюкзак, чтобы вы не были перекошены
направлены на одну сторону, это очень важно. Кстати, есть еще один важный нюанс, почему надо бросать курить, потому что курение не только опасно не только тем, что вы сознательно нарушаете кровообращение в связках, хрящах, костной ткани. Дело в том, что, как правило, реальным спутником курения, обязательным спутником курения является кашель. Именно кашель, приступ кашля, когда закашлялись, дает нагрузку на спину неадекватную. Вы напрягаетесь мышцы, когда кашляете, и именно кашель очень часто запускает острую боль или является поводом к обострению. То есть это все очень-очень важно. Ребят, еще раз я хочу подвести итоги. Я, собственно, записываю это видео потому, что я вижу, как на огромном количестве людей зарабатывается куча денег, поскольку эти люди бегают по всяким компьютерным томографиям, готовятся к операции, где им будут менять диски, что-то там протезировать, это какие-то миллионы стоит, а в большинстве случаев люди не делают элементарного. То есть не в состоянии, то есть если уж вы такие серьезные, что задумались потратить кучу денег на операцию, так может начать с того, что потратить кучу денег на нормального тренера. Хотя бы 3 раза в неделю заниматься в нормальном спортзале под руководством нормального тренера, который правильно нагрузит вам спину, брюшной пресс. Может быть, лучше вложить деньги в нормальную диету, посетить, это очень часто важно, психолога, который даст вам антидепрессанты, уменьшить выраженность ваших стрессов. Но в любом случае, если уж заболела, пожалуйста, ребята, массаж – это всегда круто. Вообще, все методики, вот эти все массажи, кинезиотерапевты, остеопаты, иглоукалывание, то есть все, что воздействует на мышцу и уменьшает спазм мышцы и уменьшает выраженность вот этого спазма именно в триггерной точке, реально ускоряет сроки, когда эта боль проходит. Поэтому, как правило, все массажисты достаточно в этой ситуации эффективны. Время, массаж и еще раз очень прошу вас, ребята, никакого постельного режима. То есть, еще раз, самое страшное, что вы можете сделать при боли в спине, это лечь на диван, смотреть телевизор и терпеливо ждать, когда оно пройдет. Это очень важно. Еще один нюанс, обращаю ваше внимание. Количество болей в спине резко усилилось после того, как мы стали ездить на нормальных автомобилях. Смешно, но это факт. То есть машина, автомобиль с хорошей подвеской, которая гасит все удары, а еще если мы едем и по хорошей дороге, то есть если вы уселись в автомобиль и вы практически неподвижны, то вероятность боли очень большая. В древние времена, когда мы ездили по ухабам, было все намного проще. То есть вы в процессе езды за рулем вынуждены были все время поворачиваться, напрягаться и так далее, то есть амортизировать удары. Сейчас вы сели, спина полностью расслабилась, и в таком расслабленном положении вы едете несколько часов. Потом вышли из машины, вас схватило. Я не призываю вас пересаживаться на плохие машины, если у вас хорошая. Я вас призываю к другому. Если уж вы длительно куда-то едете, то каждые полчаса покрутите ручечку, измените положение спинки, расстояние от вас до руля. Короче говоря, делайте что-нибудь с креслом, чтобы изменить положение вашего тела. Кстати, когда ребенок долго сидит, кресло тоже детское, тоже можно менять хотя бы угол эпизодически и так далее. Собственно, это главное, что я вам хотел рассказать. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы, пойдете в спортзал, будете заниматься спортом, будете следить за своим весом и не будете обжираться. Я вас люблю. Пока и делайте правильные выводы. Да, чуть не забыл. Практически у каждого из вас есть личный опыт. Что помогает, что приводит к обострениям. Пишите об этом в комментарии. Это очень круто, очень полезно обмениваться информацией и помогать друг другу избежать этих проблем. Все, всем пока.